Спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это продолжение рубрики, в которой мы собираем комплекты для игры в страйкбол на основе какого-то отдельно взятого производителя. В этом выпуске мы будем собирать комплект разведчика-диверсанта в страйкболе на основе снаряжения Stitch Profi. Для начала давайте разберемся, какова специфика игры в такой роли, в каких условиях предполагается действовать и какие задачи выполнять. Ведь именно от этого зависит, какой комплект снаряжения мы будем носить с собой. Начнем с условий. Действовать предполагается на лесных полигонах с минимальным количеством зданий. Основные задачи — это разведка, диверсия по тылам, засады и короткие огневые налеты. Как вы понимаете, большую часть времени нам придется маскироваться, ползать и залегать на месте. Диверсант должен стараться избегать затяжных боев, стараясь быстро укусить противника и отойти. Критично важна мобильность и возможность быстро уйти после контакта с противником, при этом большой боекомплект не требуется. Выбранные условия говорят о том, что мы должны взять с собой только самые необходимые для выполнения задачи вещи и постараться избавиться от всего лишнего. Поэтому с собой мы берем 6 магазинов, 3 гранаты, 2 дыма, пакет шаров с лоудером, небольшой запас воды и еды, навигатор, чтобы точно понимать, где мы находимся, и бесшумный пистолет. Концепция одежды будет выглядеть следующим образом. Сразу скажу, что мы ее подсмотрели у одного спецподразделения. В жаркую и теплую погоду мы будем использовать первым слоем компрессионное термобелье и сверху 3D-маскировку. От плюс 20 и выше это самый оптимальный вариант, говорю из личного опыта. В качестве термобелья мы возьмем комплект Balance от Stitch Profi. Он состоит из лонгслива, штанов и балаклавы. В качестве 3D-маскировки мы возьмем комплект Химера, который состоит из штанов и куртки, и панаму с 3D-листьями. Основа такой маскировки выполнена из легкой сетки, а сверху нашиты листья из легкого быстросохнущего текстиля. С одной стороны, такой костюм обеспечивает отличную маскировку, а с другой стороны, он практически ничего не весит и почти не влияет на терморегуляцию воздуха. В прохладную погоду в качестве среднего слоя между термобельем и маскировкой лучше всего использовать 5-й слой. Я обычно использую 5-й слой Sigma от ADS, но, насколько я знаю, скоро у Stitch Profi появится собственный 5-й слой. Комплект из термобелья Balance и 5-го слоя Sigma, по моему личному опыту, позволяет комфортно играть при температурах от плюс 15 до минус 5. В таком виде одежда позволяет выполнять все необходимые задачи, маскирует и не добавляет веса. С одеждой закончили, переходим к снаряжению. Весь комплект снаряжения я разместил на одном только поясе, хотя бы для того, чтобы полностью убрать снаряжение с груди, чтобы была возможность максимально низко лежать. И со спины ничего не торчало, пока ты лежишь. В качестве основы я буду использовать боевой пояс Stitch Belt. Пояс выполнен из качественного нейлона в расцветке ATAX. Внутренняя поверхность выполнена из какого-то мягкого, но прочного материала. К нему на велкро крепятся 3 подушки с сеткой Air Mesh, благодаря чему пояс сидит очень удобно и при этом имеет какую-никакую вентиляцию. По длине пояс регулируется при помощи внутреннего ремня. Через специальные вырезы в нижней части пояса на внутренний ремень при необходимости можно установить подсумок под сброс или набедренные платформы. Внутрь пояса можно установить баллистические пакеты для защиты от осколков. Страйкболистам, конечно, это все по боку, но военным такой функционал может оказаться не лишним. Внутри пояса установлен гибкий пластиковый каркас. Когда пояс застегнут, он формирует вокруг тела жесткое кольцо, которое не сминается под весом снаряжения, не елозит вверх-вниз и очень комфортно располагается на талии. Для дополнительного распределения веса я буду использовать плечевые лямки. На выбранных мною лямках присутствуют элементы из эластичного шнура. Благодаря им лямки отлично фиксируются на теле, не задирая и не перекашивая пояс при наклонах корпуса. В плечевой части вшита вставка из мягкого материала для большего комфорта. Регулировка по длине производится при помощи двухщелевых пряжек. Играя в роли разведчика-диверсанта, очень важно хорошо ориентироваться на местности и очень точно выходить к объектам на карте. Делать это лучше всего при помощи навигатора или телефона и специального приложения. Для размещения навигатора я выбрал вот такой подсумок.
У этого подсумка внутри есть фиксирующая резинка, и он позволяет использовать навигатор, не извлекая его из подсумка. Так как пользоваться навигатором предполагается очень часто, я разместил его справа на поясе в максимально быстром доступе. Для переноски боекомплекта к основному оружию будем использовать двойные фастмаги типа Open Top. Почему именно их, а не закрытые подсумки? Ну, во-первых, из-за отсутствия клапана эти подсумки самые тихие. Во-вторых, они позволяют максимально быстро и удобно менять магазины. Причем, что немаловажно, помещать магазин обратно в подсумок так же удобно, как и извлекать. При этом, если правильно настроить регулировку фиксации магазина в подсумке, они очень хорошо держат магазин. Лично я уже много лет играю с подобными подсумками в лесу, в том числе в роли диверсанта, и за все время использования я не терял из них магазин. Если я и терял магазин, то это было из сброса или после того, как я скинул магазин на землю и забыл, что это сделал. Стоит упомянуть важный минус таких подсумков. Это отсутствие защиты магазина от пыли и грязи. Если вы играете на полигоне с песком, вам придется чистить магазины после каждой игры. Для игры в роли диверсанта вполне хватает 6 магазинов. Один магазин в приводе и еще 5 в подсумках. При этом нам понадобится 6 подсумков, чтобы всегда иметь возможность удобным образом произвести замену магазина. 2 двойных подсумка я разместил слева и 1 двойной справа, сразу за навигатором. Под правой рукой повесим универсальную кобуру для пистолета, в которой разместим пистолет или бесшумный пистолет, например, PM2 от ICS. Бесшумный пистолет по большей части нам пригодится для игры ночью. Дело в том, что на большинстве крупных игр ночью для автоматов обязательны трассера, а для пистолетов нет. И в таких условиях бесшумный пистолет ночью становится настоящим читом. Проверено на личном опыте. С левой стороны я разместил 2 гранатных подсумка с клапаном, который застегивается на Fastex. Один подсумок сразу перед магазинами, второй за ними. Fastex при желании можно очень тихо расстегнуть. В этих подсумках можно разместить или пару гранат с активной скобой на случай диверсии с гранатой, или гранату и дым на случай прикрытия отхода. Справа за пистолетом я разместил отрывной медицинский подсумок. Использовать его планируется как утилитарку. В него отлично помещается пакет шаров, лоудер и маленькая индивидуальная аптечка. Особенностью данного подсумка является то, что благодаря своей конструкции его очень удобно, не глядя, быстро снимать с крепления и также быстро устанавливать обратно. При этом он фиксируется очень надежно и вероятность, что он отцепится, минимальная. Для размещения небольшого запаса еды, воды, запасных гранат и чего-нибудь еще я выбрал многофункциональную сумку на молле. Насколько я понял, ее предполагается использовать на бедре, но у нее есть крепление на молле. Она имеет относительно небольшие габариты и при этом достаточную вместимость. В качестве еды я, как обычно, взял готовое блюдо с химическим нагревателем. Рядом отлично помещается небольшой термос или бутылка с водой. И на самый верх положим еще 2 гранаты и дым, доступ к которым можно получить через клапан в верхней части сумки, без необходимости полностью ее открывать. Клапан усилен пластиковыми элементами и фиксируется на велкро. В боковые карманы сумки идеально помещается рация и еще 1 граната. Использование рации подразумевается с гарнитурой. Итого у нас получилось унести на себе 6 магазинов к автомату, несколько гранат, пару дымов, пистолет, рацию, навигатор, аптечку, флягу и еду для нормального горячего блюда. И все это находится на поясе. Сброс в такой конфигурации нам особо не требуется, так как не предполагается, что мы будем много и активно стрелять. Напоследок хочу рассказать, что я давно хотел рассказать о такой концепции подбора одежды и снаряжения под задачу. С одной стороны, на тебе нет тяжелой одежды и снаряжения, с другой стороны, у тебя с собой есть все необходимое. При этом у тебя неплохие возможности для маскировки. Подобной концепцией снаряжения на личном опыте мы пользуемся уже несколько лет, при необходимости добавляя под задачу легкий нагрудник или рюкзак. Кстати, весь такой комплект снаряжения помещается в 35-литровый рюкзак Rubicon от Stitch Profi, включая 5-й слой, маскировку, магазины, гранаты, воду и еду. На полигоне вы можете пристегнуть автомат снаружи. Разумеется, в городе с пристегнутым снаружи автоматом ходить нельзя. Ссылки на все элементы снаряжения я, как обычно, оставил в описании к этому видео. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, не забывать ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ничего. До скорого!